Всем панкейк, дорогие друзья! Все вы наверняка знаете из детства таких персонажей, как Pac-Man и Марио, и мы думаем, что у каждого человека была техника одной из этих марок — Sony, Canon или Nikon. Ну и, конечно, всем известны марки автомобилей — Toyota и Nissan. Что же объединяет все эти бренды? Правильно, это все родом из Японии, о ней сегодня и пойдет речь. В 80-е годы прошлого столетия многие говорили о Японии как об активно развивающейся стране. Ее экономика могла догнать и даже обогнать американскую. Но что же пошло не так? Об этом поговорим сегодня. Ну а перед этим будем рады, если поставите лайк под видео и подпишитесь на канал. Впереди вас ждет еще много полезных и увлекательных роликов. Последние 30 лет Япония переживает сильную стагнацию в экономике. А неожиданно для всех, в том числе и для самой Японии, на передний план выходит Китай. Кроме того, большой проблемой для Японии становится демографическая проблема. Нация стареет, а количество молодежи сильно сокращается. Почему Япония передала первенство Китаю и не стала мировым лидером? Какие перспективы у страны в наши дни? На пике своего развития японские компании входили в первую десятку самых дорогих компаний в мире. А что происходит сейчас? Давайте посмотрим. 8 из 10 компаний американские. Давайте посмотрим на страну в 1989 году. Это богатая страна, которая может позволить себе выдавать гражданам кредиты под самые минимальные проценты, а ипотеку аж на 100 лет. Вы могли себе когда-нибудь такое представить? Японские миллиардеры становятся известными, покупая самые дорогие товары за сумасшедшие деньги. Например, картину Ван Гога или самый дорогой в мире бриллиант. Могут себе позволить. Цены на недвижимость неимоверно растут и могут доходить до $1 миллиона. И это еще не все. В этом же году Sony выкупает американскую компанию Columbia Pictures. Давайте выясним, почему Япония пришла к такому уровню жизни, какой мы видим у нее сейчас. 20 лет назад страна активно перенимала западные технологии. Изучая технологии крупнейшей американской компании, Япония стала производить новый полезный материал — нейлон. Чем он так полезен? Из него начали изготавливать различные бытовые предметы и не только. Например, зубные щетки, женские колготки, парашюты и много чего еще. В свою очередь, та самая американская компания на свои исследования тратит миллионы долларов. Японская компания Toray поступает умнее. Она покупает патент у компании DuPont и зарабатывает в разы больше на продаже нейлона по всему миру. Другие японские корпорации делают то же самое. Они покупают около 15 тысяч патентов у различных крупных компаний, в основном американских, за последующие 20 лет. Таким образом, усовершенствуя технологии, они удешевляют процесс изготовления. Их продукты становятся более привлекательными для общества. И вот Япония производит дешевые товары, которые с быстрой скоростью распространяются по всему миру. В основном это доступная техника. Одна из самых крупных корпораций производства дешевой техники в Японии на то время — Panasonic. В какой момент все пошло не по плану? Давайте внимательно взглянем на ситуацию в мире. В 70-е годы в Америке лучше всего продаются американские автомобили — Ford, Chevrolet, Pontiac и другие. Через некоторое время в лидеры пробивается Toyota, а затем и другие японские производители авто. Это же можно сказать об электронике. Можно сказать, что Япония на то время — это как Китай в начале 2000-х годов. Япония выходит в лидеры по продажам различных товаров массового потребления, тем самым затмевая бренды Европы и Америки. Западные товары начинают проигрывать по конкуренции японским. В американских городах появляется такая проблема, как безработица. Несколько десятилетий США продавали свои технологии, и вот к чему это все привело. Наконец, американцы почувствовали, что это стало совсем для них невыгодно, и в 1985 году все торговые отношения с Японией прекращаются. В сентябре 1985 года такие страны, как США, Германия, Франция, Великобритания и Япония договорились выровнять курс валют. Что это значит? Давайте рассмотрим подробнее. В США удобно покупать товары за рубежом, так как доллар в то время стоит дорого. Тем не менее, есть противоречие в том, что американские товары продавать сложнее. Эта ситуация приводит к нарушению равновесия, и в таком случае в первую очередь начинает страдать экономика. Какой есть выход? Первый вариант – это снизить курс доллара, а второй – это введение больших пошлин на японские товары, чтобы поддержать местных производителей. В результате обсуждения представители стран приходят к тому, что нужно снизить курс доллара. Но все пошло немного не по плану. Да, для Америки стало удобно, что их товары стали на рынке более конкурентоспособными. Вместе с тем, курс японской иены настолько взлетел, что теперь никто не готов покупать японские товары, как прежде.
Интересный факт, что японцы на это не обращают внимания, а богатые жители Японии начинают жить на широкую ногу и скупать все самое дорогое. Но игнорирование резкого повышения курса иены приведет японскую экономику уже через 5 лет к тяжелым последствиям. Вы когда-нибудь слышали про компании зомби? Если нет, то сейчас расскажем. Ведь именно в это время, когда экономика в Японии не выдерживает, и появляются такие компании. Возьмем, например, какую-нибудь крупную торговую сеть. Как правило, там трудятся несколько тысяч сотрудников, которым нужно кормить свои семьи, а также такие магазины обеспечивают население товарами первой необходимости. Поэтому они играют важную роль в экономике страны. И представьте такую ситуацию, что в такой компании есть многомиллионный долг. И что тогда делать? И вот какой выход придумало японское правительство. Они выдают дешевые кредиты с низкими процентными ставками, тем самым спасая магазины, чтобы люди продолжали работать и банки не обанкротились. Вот такие компании и получили название зомби, так как существуют на грани разорения. И это приводит к катастрофическим последствиям, так как таких компаний в стране уже к 2000 году становится несколько десятков тысяч. Но почему сейчас, в 2022 году, до сих пор Япония находится в стадии стагнации? Ведь мы до сих пор покупаем камеры Sony и Canon, также популярные японские автомобили. Но у нас есть к вам вопрос. Можете ли вы вспомнить, появилась ли за последние десятилетия какая-нибудь японская известная компания с новой прорывной идеей и новыми технологиями, то, чего не производилось ранее? Например, в той же Америке мы можем видеть каждое новое десятилетие новое изобретение. Это Apple и Microsoft и Google с Amazon. Тут же можно вспомнить крупнейшие китайские компании Alibaba и Tencent. И среди всех крупных мировых компаний в список попала только одна – Toyota. Вот из-за этого последние 30 лет для Японии и называются потерянным временем. Что ждет Японию сегодня? Определенно, эта страна может похвастаться средней продолжительностью жизни в 85 лет. С другой стороны, это стареющая нация, ведь каждому третьему в стране более 65, а на протяжении 40 лет детей становится только меньше. Таким образом, это может привести к тому, что молодежь будет работать на пенсию стариков. Плюс ко всему, Япония столкнулась с такой проблемой, как смертью от переутомления. Для таких случаев даже существует свой термин – кароси. Вы можете представить, что в среднем японцы перерабатывают до 100 часов в месяц и отказываются от отпуска. Но есть ли другой вариант, по которому Япония не потерпела бы экономического краха? Здесь нужно взглянуть на Китай в наше время. Сейчас это вторая экономика в мире. Об этом мы рассказывали в одном из наших прошлых выпусков. А ведь Китай начинал точно так же, с производства и продажи дешевых товаров. А что они сделали потом? Они усовершенствовали технологию, и их товары стали лучше, чем у тех, у кого они их покупали. Знакомая ситуация, да? Но есть разница. Крах Японии произошел тогда, когда было подписано соглашение в 1985 году. И вот встает вопрос, могли ли японцы тогда отказаться от того соглашения и не подписывать его? Вряд ли. Тогда Япония боялась потерять американский рынок. Если бы не соглашение, то США могли бы значительно повысить пошлины, и ни к чему хорошему это точно бы не привело. И тут обратим внимание на Китай, ведь сейчас эта страна как раз-таки завязана в торговых войнах и имеет пошлины по большинству своих товаров, но зато может контролировать свою валюту, и, скорее всего, им удастся избежать того краха и кризиса, который накрыл Японию в 80-х годах прошлого века. А вы как думаете? Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы первыми видеть наши новые интересные выпуски. С вами был Панкейк, всем хорошего настроения!